Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks, Песок, 4 левел. Сегодня у нас на обзоре гордый итальянец, да, 4 левела, средний танк P26-40. Вот такая странная тарантайка выглядит, она вообще все итальянские танки там до 7-8 уровня, 8 даже, выглядят как-то неказисто и необычно. Этот танк, конечно же, не исключение. Вот, давайте все и по порядку. Сначала пойдем посмотрим бронирование этой машины. Погнали. Итак, вот наш итальяшка. Смотрите, весь красный, блин, даже темно-оранжевый, наверное, брони в нем немерено. Нет тут брони. 57 НЛД, переходящая в ВЛД. То есть оно вот НЛД 56, такой же ВЛД 56. Верхняя ВЛД под хорошим углом, верхняя часть ВЛД. И рикошетные там 25 миллиметров, приведенки 40, но под хорошим углом. И система пишет рикошет. Вот, рубка под башней у нас 62, 63. Маска орудия у башни 48, 50 щеки. Вот здесь у нас углы такие скосы, они супер рикошетные тоже. Вот было, даже писал, вот 103, но чуть неправильно стоит. 90, ну и конечно скосы башни тоже рикошетные. То есть этому танку надо просто стрелять в маску, и не надо стараться попадать в краевые части. Крышка у нас 20 миллиметров и пробивается на вылет по правилам 3 калибров. Вот. Боковое бронирование 40-45. И это круто. Данная тачка может отлично танковать от борта, но будет подставлять вот эту щеку в 63 мм бронирования. Помните об этом. Вот. А так в целом может танковать от борта. Погнали в ангар. Давайте смотреть его основные модули, что у нас тут предлагается. У нас 3 пушки, естественно, наш топовый вариант интересен, с альфой в 110, а не с альфой, вернее, вот это тоже 110, но у нее что? У нее бронепробитие, по-моему, меньше. Да, 97-130, здесь поменьше. И точность хуже. 0.41, 2.2, а здесь у нас... нет, такое же. Нет, бронепробитие, вот эта пушка нас интересует получше. Вот башня нам в целом что дает? 36-30-20, а здесь у нас 38-30-30, плюс 10 метров и 2 градуса в секунду скорость поворота. Обязательно рацию качайте, вам это будет помогать настреливать больше и светить еще больше. Топовый двигатель однозначно, средний танк, а почему нет? 300-400 лошадей, там плюс 15-17% подвижности даст. Ну и, конечно, топовый ходовой. Но пушка, конечно, можно вот на это играть. Спокойно, прям сильно рваться не надо. Они отличаются немного по бронепробитию, но, конечно, больше интересна вот эта пушка. Вот, по оборудованию единственный правильный комплект для средних танков на 4 уровне и P26-40 не исключение. Это, конечно, турбина, просветленная оптика. Вот, и вентилятор, потому что нам тут просто даже выбрать больше нечего. То есть самая правильная вот такая сборка. По снарядам все плохо. Все плохо на этой пушке. Скорость полета на основном снаряде 637. Вот. Голда здесь у нас кумулятивная, и скорость полета 557. Очень медленно. Что на основном медленно, а на голде вообще жуть как медленно. Да, стрелять крайне неудобно, снаряды медленно летят. Снаряжение, ремка, аптечка, огнетушитель обязательно. Но поскольку я экипаж снял с Projet 65 10 уровня, я не буду тратить голду туда-сюда, переобучать экипаж. Поеду без переобучения, поэтому позволю себе поставить доп-паёк вместо огнетушителя. Экипаж, 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевого братства. Дальше качайте, как показано в табличке. Вот, давайте теперь... кстати, углы УВН здесь неплохие. Минус 10, но мы помним броню в маске, мало чем нам это поможет. 540 хп такое себе. Вот, по мобильности 44 вперед, 17 назад. Чуть менее 17 лошадей на тонну удельная мощность, и это с турбиной. Без турбины 40.
И я вам честно скажу, очень медленно он набирает эти 44, да и 44 очень редко у этого танка видишь. По незаметности у меня не вкачан перк незаметности, в принципе в районе 30% неподвижной машины и в движении где-то 22-23 будет. По обзору у меня 354 метра, но у меня 33 штраф, было бы 387, что вполне неплохо, как для 4-го левела, для среднего танка. Плюсы и минусы. Как для среднего танка, танк достаточно все равно крупненький. Нельзя сказать, что это прям маленький танк. Это не так. Это минус этой машины. По броне однозначный минус. Прям крепких мест нету. Это только скосы башни смываем про лобовую броню. Да? Все остальное мягкое, но от борта может. Такой ближе к минусу. По подвижности однозначный минус. По пушке однозначный минус. УВН нам в отсутствии брони в башне ничем не помогут. А учитывая скорость полета снаряда, это, конечно, такая себе еще тачка. И на ней прям удобно играть в упор. А чтобы играть в упор, нам что нужно? Нам нужна хоть какая-то броня. Ее здесь нет. Поэтому тоже минус. По незаметности тут плюс-минус все более-менее ровно. И по обзору, это, кстати, наверное, один из плюсов. На этом танке есть какой-никакой вменяемый обзор, как для среднего танка. Вот, предвижу по всем показателям, что машина, конечно, кривая и сложная. Брони нет, снаряды медленно летят, подвижности нет. Поэтому там ездить на этой машине, получать удовольствие в современном рынке, ну, скорее всего, не получится. Поехали, попробуем. Погнали. Так, линия Маннергейма. Попали мы в одноуровневый бой 4-го левела. У нас обзор боем танка итальянского среднего P2640. Так. B1, PZ2, Матильда. У них тут комплект. Что у нас? Ближний бой? Может быть, посечем камулями? Давайте пробовать. Две Ну ЛТ. что, я придумал прекрасный план. Ну, подвижность как для среднего танка медленная. Набирает плохо вот, скорость. 41, может, конечно, сейчас наберет, но это время нужно. И это очень прискорбно. Да, подвижность очень слабая. Теряет скорость даже до 37. Фигня. Итальяшка скоростью не блещет. Не, уходим на кумулях на ближний бой. Даже не обсуждается. У нас сзади толстокожее прикрытие едет. На чайниках! Привет! Да, точно, если это не конек этой машины. Вы кто такие по жизни? Путин отвоевался. Вот, нормально. С каждым так будет! Ну Всё, просто я да. решил скрыть следы преступления. Пили-были, делать будем. Светимся и вперед дальше.
Блин, подвижности мне на нем не хватает, реал. Падаем. Надо в яму. По яме пойдем. Блин. И черт с этой сушкой. Мы едем далекие. Тут М5 Стюарт еще. Пилс. Где-то. Вот он летит, дорогуша. Давайте мы его подбреем. Я не растерялся, я же охранник. Да что ж такое? Какой? Ты геля. Три рожка заряди. Тра-та-та! Сюда идите, Вася! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Как плохой товарищ. Я после 4 бутылок вина тоже бегу блевать. Это тебе сюрприз. Так, может, не надо, а? Ну, ребят, что смогли сделать? Встретились, посидели. 683. Ну, тут наш чистый фейл, проигрыш. Ну, скорость, ну, брони нету, но альфа неплохая все равно у танка. Если поаккуратнее играть, можно на нем грязь делать. Вот бой у нас уже заканчивается. Что хочу сказать, пушка неплохая, не скажу, что она супер точная. Снаряды все равно достаточно медленно летят, особенно голда. Вот, но подвижности маловато. Как для среднего танка, большинство средних танков других наций, безусловно, быстрее этой машины. Конечно, обидно от Хедзера я получил. Все нормально, выход всегда есть. Сейчас засунет мне в жопу дудку. В чем дело, я не понял. Или не от Хедзер, что я говорю. Я Хедзер увидел. Короче, полная фигня. Теперь они нашу ЛТХу 10 лет с огнем будут искать. Если, конечно, заклад не станут, бой не закончится. Проигрыш переигрывать не буду. Итальянец медленный. Вот. Ну, с альфой у него все хорошо. Настреливать на нем все равно можно. Но подвижность сразу. Сашка! Опа. Всем привет. Вот так, опустят ниже плинтусы! Да, застрял! Оп. От того. Такой злой крусайдер. Убил таки. Убил сушку. Красавчик. Вот, по поводу нашего танка П-26-40. Средний танк, броня среднего танка, пушка среднего танка, но с повышенной альфой. И очень слабая подвижность даже с турбиной и с вентилятором. Поэтому сказать, что это супер машина,
Ну, наверное, не стоит это говорить. Такое себе чудо техники. 3 с плюсом, 4 даже ему не поставлю, хотя, может быть, я ошибаюсь. Ребят, пишите свои комментарии, как вам эта машина. Вот. Зашла, не зашла, если она у вас в ангаре, какой вы используете оборудование. Ну, для средних танков на 4-м уровне единственный правильный набор — это турбина, оптика просветленная и, конечно же, вентилятор. Такое, короче, медленное. На 4-х левелах, еще в песке, конечно же, решает подвижность. То, чего нету этой машины. Все, ребята, давайте, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, кстати, кто не подписан, ставьте лайкосы, пишите комментарии. А я вас жду в новых видео на своем канале Индомита. Вот, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.